Исходя из последних новостей, которые прямо сейчас штурмуют топы мировых агентств, мы стали свидетелями сцены, достойной самого мрачного триллера. Представьте, гигантский круизный лайнер, настоящий плавучий город, символ безмятежного отдыха, внезапно превращается в стальную ловушку. Несколько портов подряд уже отказали ему в швартовке. Власти непреклонны. На борту зафиксирована вспышка лихорадки, подозрительно похожей на хантавирус. СМИ уже окрестили его кораблем изгнания. Сотни пассажиров заперты в своих каютах, наблюдая через иллюминаторы, как по палубам перемещаются фигуры в костюмах биологической защиты. Но как вирус, который веками прятался в лесной глуши и заброшенных сараях, оказался в центре океана на борту стерильного лайнера? И самое главное, неужели мы на пороге новой пандемии, которая начнется не с рынков, а с палуб туристических гигантов? Сегодня на канале Кракен мы проведем собственное расследование. Мы отбросим заголовки, вызывающие кликушество, и обратимся к сухим фактам биологии и истории. Мы заглянем под микроскоп, чтобы понять, как работает этот невидимый враг и почему именно в 2026 году он решил так громко заявить о себе. Друзья, глядя на эти кадры с лайнером, что вы чувствуете? Справедливо ли решение властей не пускать корабль в порты, фактически оставляя людей на произвол судьбы в море? Или это единственно верный способ спасти миллионы на суше? Напишите свое мнение в комментариях. Мне крайне важно знать, где для вас проходит грань между безопасностью и человечностью. Давайте обратимся к цифрам, чтобы понять масштаб. Май 2026 года стал точкой невозврата для многих эпидемиологических служб. Мы видим резкий скачок заболеваемости в сельских районах Южной Америки и внезапные очаги в Юго-Восточной Азии. Но что пугает больше всего, это сообщение из Центральной Европы. Хантавирус перестал быть экзотической болезнью из далеких стран. Важно понимать, хантавирусы — это не один патоген, а целое семейство. И они не новы. Они сосуществовали с грызунами миллионы лет. В отличие от вирусов, к которым мы привыкли за последние годы, хантавирус — это зооноз. Он не ищет человека намеренно. Мы для него — биологический тупик, случайная жертва. Так почему же в 2026 году статистика поползла вверх? Официальные отчеты говорят о росте на 20%. Но медики успокаивают. Мы просто стали лучше искать. Современные системы экспресс-тестирования позволяют выявить вирус за часы, тогда как раньше на это уходили недели, и многие случаи записывались в тяжелую пневмонию. Однако высокая летальность от 30 до 50% не дает нам права на халатность. Это не просто грипп, это снайперский выстрел природы по человеческому организму. Чтобы понять, почему хантавирус так опасен, нужно заглянуть внутрь процесса. Представьте себе вирус не как живое существо, а как крошечный биологический код, единственная цель которого — копирование. Когда человек вдыхает пыль, содержащую частицы жизнедеятельности грызунов, вирус попадает в легкие. Здесь начинается самое страшное. Хантавирус не разрушает клетки напрямую, как это делают многие другие вирусы. Он действует тоньше. Его мишень — эндотелий, внутренняя выстилка наших кровеносных сосудов. Он взламывает систему регуляции проницаемости сосудов. В результате сосуды начинают протекать. Плазма крови выходит в ткани легких, буквально затапливая их изнутри. Это называется хантавирусным кардиопульмональным синдромом. Человек начинает задыхаться не из-за внешнего воздействия, а потому что его собственная кровеносная система перестает удерживать жидкость. В других случаях, как при геморрагической лихорадке, основной удар приходится на почки. Почему же грызуны, переносчики вируса, не болеют? Это одна из величайших загадок эволюции. За миллионы лет вирус и носитель достигли идеального баланса. Вирус живет в организме мыши, не причиняя ей вреда, используя ее как мобильную станцию для распространения. Многие задаются вопросом, почему новости о вспышках участились именно в 2026 году? Ответ кроется не в лабораториях, а в экологии. Последние 2 года стали рекордными по климатическим аномалиям. Теплая зима 2025 в северном полушарии и обильные дожди в засушливых регионах Южной Америки создали идеальные условия для взрывного роста популяции грызунов. Больше еды – больше мышей. Больше мышей – выше плотность вируса в почве и пыли. Но есть и другой фактор. Расширение городов и вырубка лесов заставляют диких животных искать новые места обитания. Грызуны приходят туда, где есть человек.
Мы сами разрушаем барьеры, которые миллионы лет отделяли нас от этих патогенов. Хантавирус не ищет нас намеренно. Это мы вторгаемся на его территорию, создавая условия для биологического контакта. Как вы считаете, является ли рост числа вирусов прямым следствием нашей деятельности и изменения климата? Или природа просто проходит свои естественные циклы? Ваше мнение очень важно для понимания общей картины. Напишите, что вы думаете об этом. Для тех, кто впадает в панику, важно знать. Человечество знает о хантавирусе давно. Свое название он получил в честь реки Хантан в Южной Корее. Во время Корейской войны в 1950-х годах тысячи солдат с обеих сторон внезапно начали страдать от странной лихорадки с поражением почек. Тогда это казалось загадочным проклятием этих земель. Только спустя десятилетия ученые смогли выделить виновника. В 1993 году в США, в регионе Четыре угла, произошла вспышка, которая шокировала мир своей скоростью и летальностью. Молодые, здоровые люди сгорали за считанные дни. Это был момент истины для современной вирусологии. Мы научились бороться. Мы узнали, что вирус крайне неустойчив во внешней среде. Обычное солнечное освещение и простая дезинфекция убивают его за считанные минуты. Главный урок истории прост. Паника убивает быстрее вируса, а осведомленность – наш главный щит. Так почему же в 2026 году мы снова видим этот накал страстей? Мы живем в эпоху экономики внимания. Для СМИ заголовок «Очередная сезонная вспышка в сельской местности» не принесет кликов. Заголовок «Смертельный вирус 2026. Спасения нет». Это миллионы просмотров и рекламных доходов. Мы попадаем в ловушку алгоритмов. Один раз кликнув на тревожную новость, вы обрекаете себя на бесконечный поток подобного контента. Создается иллюзия, что мир рушится, хотя в реальности ситуация находится под контролем эпидемиологов. Страх – это самый древний и мощный инструмент управления. Когда мы боимся, мы перестаем мыслить критически. Мы начинаем требовать радикальных мер, покупать ненужные лекарства и искать виноватых. Хантавирус 2026 года – это реальная медицинская проблема. Но это не конец света. Это напоминание о том, как хрупок баланс между нами и дикой природой. Это повод быть внимательнее при уборке дачи или походе в лес, но никак не повод запираться в четырех стенах и ждать апокалипсиса. Медицина не стоит на месте. Уже сейчас проходят испытания новые противовирусные препараты и вакцины, специфичные именно для этих штаммов. Мы стали мудрее и технически оснащеннее, чем солдаты на реке Хантан или врачи в 90-х. Самый эффективный способ защиты – это знание. Поделитесь этим видео с теми, кто склонен к панике, чтобы они увидели реальную картину. Помните, знание – это лучший иммунитет. Берегите себя и своих близких. Вы смотрели канал Кракен. До встречи в новых исследованиях.